Пацаны, привет! В этом видео поделюсь опытом по ремонту и замене проводов на контактной группе фар. Здесь, смотрите, здесь оригинальный разъем, старый достаточно. Вот что с ним стало спустя время. Время это где-то 20 лет. Вроде как по проводке машины. Здесь, смотрите, потрескалась изоляция. Некоторые провода сгнили, окислились. Изоляция здесь характерно потрескалась, то есть по всей длине проводов. Этот разъем я начал разбирать, я вам скажу попозже, как его разобрать и заменить. То есть в принципе здесь или покупать новый, или менять. Итак, я вам скажу, проще, конечно, один из двух вариантов — это купить новый, так как сама замена — это достаточно долгий процесс. Смотрите, как заменить и с чего начать. Снимайте вот этот пыльник, отводите этот держатель в сторону, убирайте его. Здесь вы можете не разбирать вот этот разъем. Здесь разъем необходимо сдвинуть. Сдвигается он в противоположную по отношению в сторону. Здесь должна быть где-то стрелка. Я под камеру плохо вижу. Сдвигайте и уже с этой фишки вынимаете провода. Вам нужен такой специнструмент, чтобы доставать вот эти вот все разъемы контактной группы и менять их поочередно. Провода меняйте поочередно, как здесь, и с другой стороны выбираете соответственно квадрат сечения проводов такой же, как и здесь он должен. Цвет в принципе роли не играет, главное сечение. В итоге вы придете к такому вот результату. Здесь в нижней части, так как это за корпусом фары, за площадкой крепится вот таким вот образом. Здесь я залил герметиком, чтобы в принципе вода здесь не стояла в будущем. Да, я сказал, было бы проще купить новые и поставить. Но я решил и сделал вот таким вот образом. Кстати, новый я заказал. Если кому надо, продам. Я решил и сделал вот таким вот образом. В итоге у меня это получилось. Потом я решил сделать доработку. Здесь, смотрите, поверх вот этих вот проводов нанесите вот такую вот узкую матерчатую ленту. Но предварительно провода промажьте силиконовой смазкой. Потом, когда обернете вот эту вот тряпичную ленту, тоже промажьте смазкой. Здесь снизу, потом уже поверх используйте большую ленту, зафиксируйте ее на герметик снизу, чтобы не разматывалась. И сверху, когда придете, уже тоже зафиксируйте на герметик. В итоге у вас получится вот такой вот разъем. То есть здесь получается провода всегда находятся в силиконовой смазке, и у них не будет рассыхаться вот так вот изоляция. То есть никаких замыканий по проводке и так далее у вас не будет. И в принципе вы не столкнетесь с такой проблемой. Ну, кто еще не довел машину, так сказать, до таких проблем, я вам рекомендую по возможности найти время и сделать, повторить вот так вот, как я вам объясняю на этом видео, таким вот образом. Итак, по поводу обжимов и клем, вам нужны клеммы здесь вот такие вот мелкие, потом
такие крупные, еще более вот такие вот крупные, и к ним пыльники. Это если делать нормально. То есть здесь у меня вот с этой стороны видно, что все новое стоит, и провода, оригинальные провода у меня здесь стоят, не такие, как обычно все ставят. Далее вам необходимо такой специнструмент. Зачищать провода я вам рекомендую и обрезать. Еще такой специнструмент для обжима уже самих клемм. Пацаны, в итоге получится вот таким вот образом все. Я надеюсь, эта конструкция прослужит много лет и, в принципе, нуждаться в замене больше не будет. Здесь стоят новые разъемы с обоих сторон. Две ленты здесь. Одна лента здесь полностью в силиконе промазана. И вот эта вот большая лента уже выступает, уже чувствую руками, уже тоже силикон. И в принципе у нее вид такой блестящий. По времени я вам скажу. Вот это вот все занятие, спокойно, не торопясь, целый день занимает. То есть пока вы обжимаете, самое долгое здесь вынимать вот эти вот контакты с этой фишки. Вставлять здесь все просто и собирать здесь в принципе просто. То есть провода резать, обжимать, все это быстро происходит. То есть если у вас в принципе времени нету, чтобы сделать качественно и надолго, то купите новые такие. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.